На фоне недавних слухов о скандале в семье самого известного актера Турции решила разобрать пару Бурака Озчивита и Фахрие Евджен с точки зрения астрологии. Итак, Бурак Озчивит. Сильное гармоничное солнце в Козероге дает ему огромные карьерные и финансовые амбиции, жесткость, любовь к порядку и приверженность к патриархальному укладу в семье. Кстати, как и у Афры Сарачоглу, солнце Бурака находится в соединении с Нептуном. Этот аспект дает ему тот самый природный артистизм. Воздействие Нептуна на главное светило делает его актерский талант чем-то естественным. Он будто создан для того, чтобы рассказывать истории. Его роли всегда будут отличаться глубиной и многослойностью. Его герои на экране или сцене могут становиться символами веры, надежды и трансформации. Его игра трогает зрителей до глубины души. Такой актер словно мастер иллюзий. Он идеально вписывается в жанры, где требуется создавать особую атмосферу – драмы, романтические истории, мистические сюжеты. Венера и Марс Бурака в Водолее, что заставляет этого мужчину постоянно хотеть чего-то нового в сфере отношений. Женщина, которая может покорить его, должна быть открытой, социально активной, постоянно развивающейся личностью. Она должна быть ему другом, любовницей, интересным собеседником, а также должна избегать скандалов, ревности и желания контролировать этого турецкого красавца. Идем дальше. Негативный аспект Марса с Сатурном создает Бураку сложности в управлении физической силой и энергией. Он может быть диктатором дома, агрессивным и напористым в бизнесе. Ему может быть сложно найти точку опоры и баланс внутри себя. Он может считать, что настоящий мужчина должен быть жестким и неэмоциональным, и доводить этот образ до абсурда. Бурак не эмпат. Он достаточно плохо чувствует эмоциональное состояние других людей, легко может наговорить лишнего или проявить эгоизм, но не из-за жестокости характера, а просто от непонимания, что в этой ситуации хорошо было бы уступить. Это ведет к натянутым отношениям и конфликтным ситуациям. Меркурий в Стрельце в соединении с Ураном дает ему любовь к любому виду коммуникации, особенно там, где он может показать себя лидером, гуру, и имеет возможность поучить жизни окружающих. Также он терпеть не может скучные беседы и любит постоянно менять темы разговора. Может перебивать собеседников и доказывать свою правоту и мудрость. Совместимость с Фахрие. Фахрие – близнецы по знаку зодиака, и вот тут нам открывается первая сложность этой пары. Жесткому, последовательному Козерогу очень сложно находить общий язык с поверхностным, непостоянным близнецом. Солнце Фахрие находится в соединении с черной луной, так называемой Лилит. Вопрос эго для такого человека настолько болезненный и острый, что он делает все, чтобы выпятить на первый план личную уникальность. Этот сложный для характера аспект заставляет человека чувствовать свою недостойность и ущербность из-за понимания, что у него слишком сильна зависимость от всего плохого. Человек с таким аспектом пытается всеми силами доказать свою значимость окружающим. Он сильно зависит от мнения со стороны. Это классический нарцисс с точки зрения психологии. Ему трудно заботиться о других, потому что фокус его внимания вращается исключительно вокруг своей персоны. Он может не ощущать сострадания, жалости, сочувствия к тому, что не связано с ним лично. Согласитесь, уживаться с таким человеком любому будет непросто. Давайте пройдемся по плюсам совместимости этой пары. Солнце Бурака в гармоничном аспекте с Луной Фахрие. Этот аспект в целом оказывает положительное влияние на брак, так как связь Солнца мужчины и Луны женщины – это классическое указание на потенциально неплохие брачные отношения. Марс Фахрие находится в знаке Козерог, как и Солнце Бурака, что говорит нам о том, что идеальный портрет ее мужчины полностью соответствует личности Бурака. И минус – сложности в понимании друг друга и общении обусловлены двойной оппозицией их Солнца и Меркуриев. Им действительно сложно находить общий язык, они просто выражают свои мысли абсолютно по-разному. Это может приводить к постоянным конфликтам, непониманию друг друга и нежеланию уступать. Негативный аспект между Венерой Фахрие и Юпитером Бурака показывает, что он может постоянно пытаться подгонять ее под свои стандарты идеала, ведь для него нет предела совершенству, а девушку такое поведение может загонять чувство неуверенности в себе.
А исходя из ее натальной карты, а точнее из-за сложного аспекта Луны с Плутоном, она и так по жизни может быть излишне мнительной, обидчивой, подозрительной и часто может находиться в состоянии тревоги. Подытожим. Совместимость этой пары не самая гармоничная. Легкими эти отношения назвать сложно. Но даже при таких показателях, при наличии желания работать над отношениями и сохранять семью, такой брак может продлиться долгие годы. Ставь лайк, подписывайся на канал. Впереди шикарный разбор звездных пар. Пока!